Добрый вечер, уважаемые подписчики и все, кто интересуется правосудием в Украине. Я Валерий Табаков, юрист. Я сейчас не выступаю адвокатом ни одной из сторон. Я веду независимый, публичный обзор хода одного из самых резонансных уголовных процессов современности – дело об убийстве Ирины Дмитриевны Фарион, в котором обвиняется 19-летний Вячеслав Федорович Зинченко. Я буду говорить только о документах, о видеоматериалах, которые находятся в открытом доступе, в материалах уголовного дела и неоднократно демонстрировались в открытом судебном заседании Шевченковского районного суда города Львова. Любой из вас может запросить эти материалы и убедиться лично. Переходим к главному. Ключевое, я подчеркиваю, абсолютно ключевое вещественное доказательство стороны обвинения – одна единственная гильза калибра 9 на 18 мм с маркировкой Макаров. Именно на ней построена вся баллистическая экспертиза. Именно она, по версии следствия, вылетела из переделанного стартового пистолета, который якобы принадлежал Вячеславу Зинченко. А теперь смотрим, друзья, как эта гильза была обнаружена и изъята. 19 июля 2024 года в период с 20:30 до 23:50 следственная группа Главного управления национальной полиции в Львовской области под руководством следователя Довгова Романа Олеговича проводила осмотр места происшествия по адресу город Львов, улица Масарика, дом 3. Осмотр велся в непрерывном режиме и в обязательном порядке фиксировался на видео. Это прямое требование статей 223 и 237 Уголовно-процессуального кодекса Украины. И, внимание, мы видели два фрагмента одного и того же видеофайла. Фрагменты, которые фиксируют, как же все-таки появилась гильза. Первый фрагмент видеофиксации – это тайм-код видеозаписи 9 минут 59 секунд. Камера оператора была направлена на участок асфальта непосредственно перед передним левым колесом белого автомобиля Peugeot, припаркованного у подъезда номер 6. Видео вы можете посмотреть в одном из моих предыдущих видео, ссылку на которое вы увидите в подсказке. Участок был абсолютно чистый возле колеса. Никакой гильзы там и в помине не было. Это видно невооруженным глазом. И второй фрагмент, там же вы его можете увидеть, в том же видеофайле, тайм-код 17 минут 32 секунды и затем 17 минут 58 секунд. Камера возвращается на точно тот же ракурс, тот же автомобиль и то же колесо. И вот на этом же самом месте уже лежит гильза калибра 9 на 18 Макаров. То есть за 7 минут 33 секунды между этими двумя кадрами гильза буквально материализовалась из воздуха. А теперь самое интересное. В официальном протоколе осмотра места происшествия и в постановлении о назначении комплекса
молекулярно-генетической и баллистической экспертизы от 20 июля 2024 года, подписанном лично следователем Долгим Романом Олеговичем, черным по белому написано, что гильза была обнаружена и изъята значительно раньше у подъезда номер 5 дома по улице Масарика, 3, то есть в 15-20 метрах от того места, где она появилась на видео у подъезда номер 6. Получается юридический и физический абсурд. По документам гильза уже давно изъята у одного подъезда, а на видео она спустя почти 18 минут после начала осмотра рождается у другого подъезда. 10 ноября 2025 года мать обвиняемого Зинченко Елена подала в территориальное управление Государственного бюро расследований во Львове заявление о совершении преступления, входящий номер 64/492 ЗКП-25/1 от 10.11.2025. К заявлению были приложены копия паспорта заявителя, копия постановления следователя Долгого от 20.07.2024, скриншоты с точными тайм-кодами 9.59, 17.32 и 17.58, ссылки на статьи УПК, которые, по мнению заявителя, были нарушены. В заявлении прямо указано на возможные составы преступлений. Статья 366 «Служебный подлог». Статья 364 «Злоупотребление властью с целью фабрикации доказательств». Статья 376 «Вмешательство в деятельность судебных органов путем предоставления заведомо недопустимых доказательств». 16 ноября 2025 года Первый следственный отдел ТУ ДБР во Львове под руководством заместителя начальника Максима Кульчицкого вынес постановление об отказе в внесении сведений в ЕРДР и переслал все заявление на служебную проверку в то же самое Главное управление национальной полиции во Львовской области, сотрудники которого и проводили тот осмотр и подписывали те протоколы, а значит, предположительно и фальсифицировали доказательства. На сегодняшний день, 11 декабря 2025 года, ни заявителю, ни защите, ни общественности не предоставлено никакой информации о результатах этой так называемой проверки. Между тем, судебный процесс продолжается. Гильза по-прежнему лежит неизвестно где, хотя должна лежать в материалах дела, и используется стороной обвинения как допустимое доказательство, на основании которого 19-летнему парню грозит пожизненное лишение свободы. Уважаемые коллеги-юристы, уважаемые зрители, я задаю простые, но очень неудобные вопросы, на которые до сих пор нет ответа. Первый. Как гильза, уже изъятая у подъезда номер 5, оказалась у подъезда номер 6? Второе. Почему между кадром с чистым асфальтом и кадром с гильзой прошло 7 минут 33 секунды, и никто
не объяснил эту паузу, хотя статья 104 УПК прямо требует объяснить любые перерывы в видеофиксации. Третье. Почему за 1,5 года судебного следствия так и не назначена независимая техническая экспертиза этого видеофайла на предмет монтажа, скрытых пауз и иных манипуляций, хотя защита заявляла соответствующее ходатайство практически на каждом заседании, или, может быть, делала вид, что она заявляет такие ходатайства. Если хотя бы одно из этих нарушений будет доказано в судебном порядке, гильза обязана быть признана недопустимым доказательством в соответствии со статьей 87 Уголовно-процессуального кодекса Украины. А это уже совсем другая картина всего обвинения. Я не призываю никого сейчас делать выводы о виновности или невиновности Вячеслава Зинченко. Я призываю к одному – к соблюдению закона и элементарной процессуальной чистоте. Поэтому сегодня, 11 декабря 2025 года, я, юрист Валерий Табаков, публично обращаюсь к коллегии Шевченковского районного суда города Львова назначить независимую техническую экспертизу видеозаписи осмотра места происшествия от 19 июля 2024 года. К прокуратуре Львовской области взять на личный контроль результаты служебной проверки ГУНП и дать публичный ответ о ее результатах до конца 2025 года. И к Государственному бюро расследований пересмотреть постановление об отказе в возбуждении уголовного дела с учетом новых обстоятельств, которые продолжают появляться почти на каждом судебном заседании. Если мы хотим жить в правовом государстве, а не в государстве имитации правосудия, мы все обязаны требовать ответов на эти вопросы. А теперь, поскольку я практикующий юрист и понимаю, что это видео сейчас смотрят в том числе и адвокаты Вячеслава Зинченко, я даю открытый, публичный перечень конкретных процессуальных действий, которые защита обязана совершить в ближайшие дни и недели, чтобы не упустить последний шанс выбить гильзу из материалов дела. Рекомендации защите. Первое. Немедленно, до 16 декабря 2025 года, это следующее заседание, подать уточненное ходатайство о назначении комплексной судебной, видеотехнической и трассологической экспертизы видеозаписи осмотра места происшествия от 19.07.2024 с постановкой следующих вопросов эксперту. Имеются ли в видеофайле признаки монтажа, склейки или скрытых пауз? Соответствует ли хронометраж видеофайла реальному времени осмотра? Возможно ли появление гильзы на асфальте в промежутке 9:59-17:32 без физического вмешательства третьих лиц? Приложить к ходатайству распечатку с тайм-кодами и скриншотами, копию заявления Зинченко Елены в ДБР от 10.11.2025 и ответ ДБР от 16.11.2025 как доказательство того, что государственный орган признал наличие спорных обстоятельств и передал их на проверку. Одновременно подать ходатайство о вызове и допросе в судебном заседании следователя Долгова Романа Олеговича, всех оперативных сотрудников и понятых
участвовавших в осмотре 19.07.2024, эксперта первичной баллистической экспертизы гильзы. Подать заявление в Шевченковский районный суд об истребовании из ГУНП материалов служебной проверки, начатой по письму ДБР от 16.11.2025, часть 2, статья 93 УПК. Отказ суда – это отдельное основание для ЕСПЧ. Далее, при очередном отказе в экспертизе немедленно частная жалоба в Львовский апелляционный суд плюс заявление в ВАКС по аналогии практики Верховного суда о признании гильзы недопустимым доказательством. До 25 декабря 2025 года жалоба в областную прокуратуру на бездействие ГУНП, статья 303 УПК, и рассмотреть подачу в ЕСПЧ уже сейчас по статье 6 параграфа 1 Конвенции. Пакет полностью готов. Эти шаги абсолютно законны, технически просты и могут быть выполнены в ближайшие 7-10 дней. Если защита этого не сделает, потом будет поздно ссылаться на нарушение права на защиту. Я не буду и не прошу благодарить адвокатов. Я просто показываю, где в этом деле зияет огромная процессуальная дыра, через которую может уйти все обвинение. И еще раз призываю всех зрителей: поставьте лайк, сделайте репост и напишите в комментариях одну короткую фразу. Требуем независимую экспертизу видео. От 19.07.2024. Чем громче мы будем, тем сложнее это будет замолчать. Спасибо за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.